Итак, небольшое видео про мои первые впечатления о Dolus подходе. Я вернулся на YouTube 3 недели назад, и одновременно с этим я приобрел вот эту штучку, которая называется Model Tascam 12, наоборот, Tascam Model 12. Про нее я рассказывал в одном из роликов. И вокруг нее я построил такую так называемую Dolus или Davless по-русски еще студию, то есть студию без компьютера. Я уже записал один кавер с помощью нее, тоже в последних видео можете посмотреть. И у меня сложились кое-какие уже первые впечатления, в общем, спешу с вами поделиться. Значит, вывод номер раз, интересная штука, это то, что ты остаешься один на один со своим инструментом. То есть, например, вот с этим. Ты не думаешь, не надеешься, что какие-то плагины исправят там твои косяки и так далее. То есть подсознательно есть такая штука, что когда я записываю в компьютер, не знаю, как у вас, я как бы думаю уже заранее, как я это буду исправлять, как я буду накладывать там какие-то эффекты и так далее. А здесь получается, что тебе нужно выжать результат прямо здесь и сейчас. И это очень крутая штука и такая мобилизующая. Осознание номер два, и это очень классная тоже вещь, это, ну, по крайней мере, у меня так, у меня всегда были звуковые карты очень маленькие, домашние, такие на 1-2 входа, а здесь у меня полноценный микшер, куда все уже подключена драм-машина, подключена бас-гитара, электрогитара, голос, да, то есть все сразу, я нажимаю 2 кнопки, и у меня запускается, то есть мне даже не надо включать компьютер и тратить на это время, на открытие программ, короче, это занимает, на самом деле, вроде бы, кажется, немного времени, но складывается в какое-то общее впечатление, что пока ты запускал все это, у тебя уже неохота заниматься музыкой. Здесь ты нажал 2 кнопки, и все, и пошел творить. И также я бы сюда добавил то, что на компьютере еще нужно настраивать звуковую карту, настраивать там входы, громкости и так далее, гейны. И все это нужно делать мышкой, это тоже не супер удобно. Здесь у тебя микшер, который все это регулируется руками, это и приятнее, и, мне кажется, эффективнее. Третья вещь, это то, что здесь очень сложно редактировать дубли. Есть одна функция, которая позволяет как бы тебе в записанный дубль встроиться и дописать что-то, но в целом это тоже не очень удобно, и скорее я использую подход, когда я продумываю заранее весь свой дубль, всю форму, что мне нужно записать, и записываю. Также есть одна еще интересная штука, которая может сделать здесь запись удобнее. Это не записывать один инструмент целиком, а делать так, чтобы он какое-то время играл, потом была какая-то пауза, потом он снова вступал, чтобы вот этот стык был незаметный. Это тоже такой лайфхак для записи в подобном стиле. Ну и как и в случае с первым пунктом, здесь тоже это с одной стороны ограничение, с другой стороны тебя это мобилизует. Ты начинаешь заранее думать, какая будет форма, а не придумывать форму на ходу, как это часто бывает в DAW. Вот это тоже очень прикольная штука. Ну и отсюда следует 4-й вывод. Это то, что вот эти все ограничения, включая то, что у тебя ограниченные входы, да, то есть минимум инструментов, ты не думаешь о том, какие еще инструменты сюда добавить, потому что, в принципе, это практически невозможно. Вот, поэтому физически невозможно, да, поэтому ты думаешь, а как же сделать эту песню, как эту демку, допустим, превратить в полноценную песню вот с этим минимумом инструментов. Это тоже очень прикольно, потому что приводит тебя к такому минимализму, причем минимализму правильному, осознанному. Вот. Мне это тоже очень нравится, так как я фанат минимализма в какой-то степени. На самом деле минимализм — это очень круто в музыке, потому что чем больше инструментов, тем больше внимания слушателя отвлекается на каждый из этих инструментов, и значит каждому инструменту меньше внимания. Соответственно, если у тебя там барабаны и бас только играют, да, то все внимание слушателя на эти 2 инструмента. И очень важно понимать, как это работает. Так, ну и главный 5-й вывод — это то, что наконец-то я начал записывать музыку, записывать демки. Вот недавно вышел тоже ролик про то, как я слушал свои демозаписи, которые делал за последний год. И наконец-то сейчас я делаю из этих демозаписей хоть что-то. То, что, кстати, вы можете услышать в том числе в заставках или в течение моих видео. Вот, поэтому
Это, наверное, главный вывод. Да, понятно, что это, возможно, какая-то новая игрушка, которую я сейчас пользуюсь и заброшу через месяц, кто знает. Ну, может быть, так и будет. Тогда я постараюсь с вами этим поделиться. А может быть, я просто пропаду с канала, и, значит, видимо, я перестал этим заниматься. Или окончательно нашел себя в творчестве, и даже нет времени на YouTube. Так что посмотрим, что из этого получится. Надеюсь на вашу поддержку. Мне приятно, что много комментариев я получаю. Поэтому пишите, будем обсуждать и задавайте вопросы. Я думаю, что тоже, может быть, какое-то видео с ответами на вопросы я сделаю. Так что пишите, будем на связи.